Привет, меня зовут Кирилл, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про запахи. Напоминаю, у меня есть Telegram и Instagram Kirill's_English. Также, если вы хотите индивидуальные занятия со мной, в описании под этим видео есть вся информация и ссылка, где можно оформить запись. Все в нашей жизни вращается вокруг запахов. Покупаете ли вы себе крем, шампунь, либо что-то еще, вы хотите, чтобы это вкусно пахло. Или наоборот, когда вы куда-то идете или дома находитесь, вы хотите, чтобы у вас не пахло невкусно. Затхлые запахи из холодильника, из ванной комнаты, из, прости господи, унитаза. Все в нашей жизни вращается вокруг слова «запах». Как говорить про запахи в английском языке? В английском языке очень много слов, так же, как и в русском. Есть разные слова. От приятный запах, вонючий запах, когда что-то у нас смердит, воняет и так далее. Прежде чем вы будете смотреть дальше, я предлагаю вам взять телефоны в руки или лист бумаги и написать все слова, которые вы знаете, которые тем или иным образом относятся к запахам. Усложнив себе задачу, если вы начальный уровень, не усложняйте, если вы продвинутый пользователь ПК, сделайте из этих слов только, чтобы были существительные. Без глаголов. Существительные. Например, запах, вонь и так далее. А потом продолжайте смотреть это видео и сравните, какие варианты написали вы, какие варианты сказал я. Окей, мы начнем с самого популярного слова, и в обиходе это будет очень-очень частое существительное, может быть и глаголом, слово smell. Существительное smell, глагол to smell, либо вы нюхаете, либо smell пахнуть. Какие два прилагательных чаще всего описывают smell? Smell это вообще нейтральное слово. Вы можете описать как дурно что-то пахнущее и очень приятно пахнущее. Например, как крем, смердит, как крем для рук. It has a good smell. И обратите внимание на наличие артикля. It, представьте себе, что вы говорите про какое-то, скажем, освежитель воздуха или косметическое средство, цветок. It has a good smell. На втором месте по популярности это слово odor. Odor. Odor используется, как правило, по отношению к чему-то неприятному. И вы, я думаю, кто живет в англоговорящих странах, все знаете, если смотрите телевидение, в частности рекламу, bad odor. Bad odor. Это когда наше тело немножко подванивает, и нам реклама говорит, что нужен обязательно либо Lady Speed Stick, либо Old Spice. Extremely bad odor для, так сказать, красного словца, чтобы еще раз подчеркнуть, что вонь такая, что вилка стоит и так далее. Главное запомнить, что если вы хотите сказать про что-то вкусно пахнущее, например, какие-нибудь цветы или ароматы Парижа все в одном флаконе, слово odor не будет использоваться. А позже я вам расскажу о конкретных примерах. Идем дальше. Есть существительное scent. Scent – очень частое слово. Scent в основном используется по отношению к цветам. Растения любые, фрукты, с ними очень часто используется существительное scent. Также всем любимые свечки, которые ароматические, они также обзываются прилагательным scented. Scented candles. Scented candles. Прилагательное в английском языке я имею в виду. Либо мыло. Если вы любите мыло, оно тоже может быть scented. Scented soap. Особенно если вы мыло делаете как DIY, сами дома, и оно очень вкусно пахнет. И вы правильно догадались, что у слова scent положительная коннотация. То есть мы, как правило, не говорим о чем-то плохом, используем слово scent. Следующее слово – это слово существительное fragrance. Словом fragrance мы описываем хорошие ароматы, положительные, приятные, неплохие запахи. Также словом fragrance вы можете обозвать туалетную воду, духи, любой парфюм. Если у вас дома есть какая-то туалетная вода, вы можете ее смело обзывать словом fragrance. И, к слову сказать, когда реклама по телевизору идет, новый аромат от Lancome или еще чего-нибудь, new fragrance from Chanel, например. Понятное дело, слова eau de toilette, cologne, perfume, они тоже используются. Для них самым общим будет слово fragrance. Это то, что в русском языке мы называем аромат. Собственно, подошли мы к слову аромат. Aroma. Но слово aroma в английском языке используется чаще всего по отношению к еде, к готовке. Когда вы
что-то вкусно готовите. А очень часто кофе можно описать. Также есть существительное a whiff. A whiff — это когда очень-очень-очень тонко какой-то аромат, едва-едва уловимый. Very subtle. Very, very, very subtle. A whiff может быть как и отрицательным, так и положительным. И очень часто он используется во фразе a whiff of something. Такое, знаете, дуновение. Пахнуло немножко. Это может быть как и приятный запах туалетной воды от кого-то, либо вам, когда вы открыли форточку, залетел запах говна. Также есть существительное musk. Musk — это очень сильный какой-то запах. Он также может быть использоваться в отрицательном значении, в положительном значении. Нужно смотреть контекст. Окей, это все были слова, которые описывают что-то приятное нашему носу. Есть существительные, которые описывают вонь. Что-то такое, знаете, вонючее, зловонное, смердючее. Два слова на букву S — это stench and stink. Кстати, stink может использоваться как и глагол. Stench и stink — это очень что-то вонючее, а stench — это более вонючее, чем stink. И когда вам нужно сказать, что воняет так, что просто слезятся глаза или плакать хочется, как раз вот слово stench туда можно использовать. И также есть еще глагол reek. Reek, я вам покажу, как его использовать. В предложении reek — это когда очень плохо, невкусно, дурно пахнет, воняет. И когда еще, знаете, такой шлейф идет сзади за человеком или от кого-нибудь, какого-нибудь предмета. Представьте, как будто, знаете, такое облако мух летает. Вот это вот reek, очень зловонный запах. Ну а теперь давайте посмотрим на частые словосочетания, collocations и просто phrases, которые вы можете услышать вокруг себя. Итак, если что-то воняет, вы сидите где-то, можно спросить what's that smell? What's that smell in the kitchen? Что это за запах такой? What's that smell in the kitchen? Этот вопрос подразумевает что-то отрицательное, что-то негативное. I love the smell of fresh bread. Здесь предложение, в этом предложении мы используем существительное smell в положительном смысле. Мне нравится запах из свежеиспеченного хлеба. А в вопросе до этого smell имел негативный оттенок. Как я сказал, это самое универсальное существительное, которое может быть. И в зависимости от контекста тон будет либо положительный, либо отрицательный. Вы также можете сказать, открывая свой холодильничек с утра, There's a bad smell in the fridge. There's a bad smell in the fridge. Воняет в холодильнике. Ну или дословно плохой запах. Обратите внимание на артикль a перед smell. Также словосочетание collocation, можно так сказать, new car smell. Представляете, когда машину купили новую, залазите в нее, вот вы можете описать it has a new car smell. Также, когда вы пользуетесь каким-нибудь кремом, если он очень вкусно пахнет, вы можете сказать smells so good. Или вы можете просто сказать I love the smell. I love the smell. Мне очень нравится запах. Слово odor, как я уже сказал, может использоваться в словосочетании body odor. И, как правило, существительное odor имеет негативный оттенок, что что-то неприятно пахнет. Это неприятный запах. Слово сказать, если вам нужно передать, что что-то очень сильно воняет и смердит, и вам нужно сохранить политкорректность и не высказываться очень выразительно и, так сказать, грубо, чтобы не говорить вонь, вы можете сказать odor, неприятный запах. Слово сказать odor, помните, существительное описывает неприятные запахи, но в химии этим словом описывают запахи и не запахи, говоря о химических элементах. Например, помните, на уроке химии нам говорили, что вода без запаха и так далее. Так вот, по-английски это будет odorless. Odorless. Либо если вы говорите про какие-то газы, odorless, либо когда описываете, что у какого-то газа есть какой-то запах, именно odor. It has бла-бла-бла odor. Odor и никакое другое слово в химии, в науке не используется. A strong odor of gasoline. A strong odor of gasoline. Неприятный, сильный запах бензина. A horrible stench of rotten eggs. A horrible stench of rotten eggs. Ужасная вонь от протухших тухлых яиц. Слово stench, помните, два слова на букву S. Stink and stench. Stink это тоже вонь, stench посильнее будет намного. Вы можете все это упаковать вместе с прилагательными. Horrible, terrible, awful. Все вот эти вот сильные
Негативные прилагательные пойдут в ход. The aroma of fresh coffee. The aroma of fresh coffee. В положительном смысле используем аромат свежего. Либо когда вы готовите аромат борща, ухи, любого какого-то блюда, вы можете использовать слово the aroma of something. Ну а когда борщ просто вкусно пахнет или какая-то еда вкусно пахнет, вы можете обратиться к помощи универсального слова smell. It smells good. What's that? Очень вкусно пахнет. Что это вы там готовите? Давайте, жрать уже садиться. Light floral fragrance. Light floral fragrance. Fragrance тоже приятный нашему носу какой-то аромат. Вы также можете описывать духи, если они пахнут цветами и очень-очень легкий аромат, вы можете сказать it has light floral fragrance. Помните, я говорил вам про слово scent и что мы используем его с фруктами, с овощами, с какими-то растениями. Например, у вас есть сад, где растут розы, и вы можете использовать следующее предложение. The scent of roses filled the garden. Аромат роз наполнил сад. Или по-русски, если сказать нормально, что в саду пахло розами. Когда вы пользуетесь косметическими средствами, кремами для тела, для рук или шампунем, очень часто в составе вы можете найти слово fragrance. Так вот, fragrance это то, что мы называем отдушкой. Иногда даже пишут через слэш perfume на французском языке. Так вот, fragrance – отдушка, либо если без каких-либо отдушек, то есть сюда ничего не добавлено, пишут fragrance free. Прилагательным от существительного fragrance является fragrant. Что-то очень fragrant, пахучий, с запахом. Например, укроп мы можем описать dill is very fragrant. Dill is a fragrant herb. Dill – это очень ароматная трава, приправа. Помните слово a whiff – это что-то легкое, какое-то дуновение запаха. Вы можете использовать глагол get a whiff of or catch a whiff of. I caught a whiff of smoke. И я поймал легкий аромат, запах дыма, здесь уже в отрицательном смысле. Выражение reek. Как использовать reek? Это глагол. He reeked of sweat. От него воняло потом. He reeked of sweat. Reek – это когда прям шлейф. Воняет страшно. This room reeks of urine and feces. В этой комнате просто смердило мочой и фекалиями. You reek of alcohol. От тебя несет алкоголем. You reek of alcohol. Попробуйте иностранцам объяснить несет. Кто кого несет, почему несет. Свои сложности в русском языке. Также в английском языке есть слово funk. Это bad smell. It's a bad smell. И чаще всего вы услышите прилагательное funky. Когда что-то пахнет. Funky используется с глаголом smell. Например, нюхайте молоко. Говорите, oh, ew, it smells funky. It smells funky. Это означает, что it smells weird. It smells bad. Плохо пахнет. Итак, запоминаем. Можете себе мысленно таблицу начертить или на бумаге. Можете написать себе good, bad, neutral. В колонке neutral пишем существительное smell, ну или глагол. Neutral с плохим, с хорошим. Good smell у нас может быть трех видов. Scent, aroma, fragrance, perfume. Bad smell, stink, stench, reek. Попробуйте использовать, выберите одну какую-то две фразы, попробуйте использовать это в речи, чтобы не забыть, не потерять.